Сильнее или слабее чудо. Часть 3. Быть в структуре научного сообщества. Дина Андреевна в распределении мест на мировых научных конференциях закончила работать через месяц. Своего любимчика Виктора она не раз рекомендовала своей остающейся на должности подруге Алле, но тот видел, что все обещания позаботиться та давала только из вежливости. Она была убеждена, что пора продвигать молодых, а Виктор только что вышел из рамок нужного возраста, ему исполнилось 34. Через полгода он навестил Дину Андреевну дома и увидел, как быстро угасает ее жизнь. Она с той же любезностью при нем звонила Алле и просила выделять место для ее любимого талантливого протеже. Обещала, что та постарается, но положила трубку с грустным видом. Она говорила намного медленнее и пожаловалась на слабость здоровья. Виктор сказал все приличествующие слова поддержки, но видел, как жизнь добрейшего человека угасает. Еще через полгода она выпросила ему небольшую поездку в Иран. Был университетский симпозиум, обсуждали список древних богов и продолжение раскопок. Когда Виктор вернулся в Россию, он узнал, что Дину Андреевну уже похоронили. Алла, как и все подруги доброй старой Дины, с удовольствием предлагали Виктору почитать молодых или признанных, но в списке приглашенных не включали. Он стал публиковать больше статей, но они оставались непреклонными, больше бюрократами, чем друзьями. От холодного отношения к собственным усилиям Виктор страдал, стараясь успокоиться чтением. Научная жизнь архивиста протекала дома. Без поездок, общения с коллегами и жизни в международном коллективе он чувствовал себя опустошенным. Конечно, ему пришло в голову попросить помощи у высших сил с помощью древнего шумерского обряда, описание которого он получил в Ираке. Просьба к высшим силам казалась ему пустячной. Он проверил собственные чувства, сколько у него веры и как быть вежливым по-древнешумерски, чтобы не обидеть возможных покровителей. Около недели Виктор тренировал речь и покупал нужные свечи, вино, царапал священные знаки на жертвенные ножи. Эн означает господин, Лиль – гроза. Но имя Энлиль может означать и того, кто соединил небо и землю. В жаркой засушливой Месопотамии он отвечал и за благодатные дожди. В древних текстах его называли Великой горой, хотя гор там нет, поэтому некоторые исследователи считают, что он пришел к шацемерам с каким-то племенем, родиной которого были горы. Может быть, это были греки. В пользу этой версии говорил древний гимн богу Энлилю, в который его называли быком, но там ничего не было о похищении Европы. Жрецы пели: «Утес могучий, Энлиль, дикий бык, когда имя твое над всеми странами. Владыка речей безупречных, дикий бык, когда имя твое над всеми странами». Еще его считали проводящим небесные решения в жизнь на земле и владыкой правильной благочестивой речи. Его звезда была на северном небе в созвездии Волопаса. Если вы любите слушать истории о мистических подарках древних богов, подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, истории о каких древних тайнах вы хотите услышать. Энлиль – герой древности со сложным понятием о морали. Чего только стоит история его незаконной любви с Нинлиль. Виктор Перст вспомнил гимн богу так, как его писали шумеры на самых известных манускриптах. «Ах, жилье твое гневное, а сердце твое взъяренное, доколе не охладится оно, отец Энлиль, всех стран владыка, доколе не успокоится он». Слова немного пугали современного человека, Виктор не был исключением. А вдруг вместо выполнения просьбы он получит тот самый гнев и нежелание успокоиться, которые хорошо знали его старинные почитатели? Они говорили, что он насылал стихийные бедствия, и даже всемирный потоп был силой его гнева. В легендах Месопотамии повествовали о том, что люди слишком сильно шумели и не давали ему спать, так он избавился от буянов. Но после Перст посмеялся над собой. К чему эти страхи, если давно умерли почитатели этой сущности, и та не смогла найти себе новых? Когда-то в древности его изображали даже не человеком, а просто шапкой с 7 рогами. Прошло время моды на такой головной убор. Да и заклинания могут быть сказкой древнего мира, которая когда-то приправлялась наркотиками и ядом сильных мира сего, если они хотели избавиться от кого-то,
спасая имущество и жизнь. Но вдруг волшебные слова каким-то чудом хоть немного помогут. Для этого надо просто попробовать. Решиться и все сделать правильно. На полнолуние Виктор Перст творил все, что переписанный манускрипт советовал делать для особого обращения к богу ветра. В тексте было написано, что молитву знали только 3 великих древних жреца. Виктор думал и о тех, кто уже в наши дни мог воспользоваться тайными знаниями. Сравнил себя с Симши и решил, что если тот обманул его, Виктор никогда не поступит так же с легковерным коллегой-новичком. Он разложил предметы, немного фруктов, дары богу Энлилю, желтых как молния. В соответствии с обрядом просчитал нужные заклинания, немного оцарапал палец, капнул кровью в бокал с вином и выпил. Далее манускрипт требовал сесть лицом на юг и ждать ответа. Виктор просидел 15 минут и ничего не произошло. Через полчаса легкий ветер стал теребить ветки за окном. Как понять, было ли в этом окончательное присутствие Бога, пора ли уже закончить и ждать звонка приглашения? Он рассудил, что так поступить было бы логично. Вдруг перед ним в воздухе появился планшет. Цвет корпуса напоминал гранит. Виктор Перст поморгал несколько раз, закрыл глаза и снова открыл. Видение не исчезало. Откуда могла взяться голограмма такого хорошего качества? А если это материальный предмет, на что он опирается и как попал в дом? Все, кроме экрана, было отделано барельефами. У мужчин были высокие шапки с рогами, так по традиции изображали богов. Планшет своим видом вызывал чувство благоговения, до мурашек по телу. Другие чувства как будто немного застыли. Виктор немного потряс головой. Это был не сон. Выпил Виктор немного. Планшет засветился, появилась заставка со словами «Ждите». Желающий вступить в контакт с человеком современный электронный прибор как будто придал бодрости. Виктор стал смелее и потрогал висящий в воздухе планшет. Потом немного нажал на него. Тот как будто прирос к месту, на котором не было никакой опоры. Еще через 5 минут Виктор убедился, что планшет нельзя сдвинуть с места, даже нажав плечом. Но под ним в пустоте без проблем можно провести табуреткой или ногой. Но странное электронное устройство не только странно застыло в воздухе. Программа тоже не загружалась. Виктор снова потрогал чудо около открытого гнезда для питания и убедился, что оно не стреляет током, даже небольшим. Внизу увидел шурупы. Но как пригласить программиста, если божественная сущность Энлили считает, что пора испытать нового просителя и заставить в качестве дара перезагрузить программу системы? Да и какая может быть система в чудесном устройстве? Потом Виктор подумал, что зря рисковал, обращаясь с просьбой к мистическим силам, которые христианская церковь считает нечистыми. Что произошло? Его охватил приступ слабости. Что делать теперь? Может быть, Энлиль заметил его колебания. Он вызвал гнев богов. 10 минут он, обращаясь к компьютеру, бормотал оправдания. Если вам интересно, могут ли древние боги обращаться с современными компьютерами, подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, истории о каких древних тайнах вы хотите услышать. Кремниевый ключ. Виктор увидел, как по застывшему экрану планшета замелькала рябь и тихо хмыкнул. Из недр прибора посыпались таинственные знаки и цифры, вначале на незнакомом языке. Потом появилась надпись на понятном Виктору русском: «Извините за задержку. Чат-бот скоро восстановится». Виктор тихо хмыкнул. Значит, задержка с шумерским чудом объясняется не его внутренней грешностью, а поломкой божественной техники. Что ж, сейчас и древние полузабытые поклонниками боги не застрахованы от неприятностей современной жизни. Виктор расправил сшитые странички с иракскими фотографиями заклинаний, знаков, каких-то других символов, потом сложил в четверо и сунул в карман. После встал с кресла и прошелся по комнате. Я как раз никогда не разговаривал с автоматизированной службой древних богов.
И интересно, мою просьбу компьютер сможет ли передать точно по смыслу? На темном экране планшета засветилось объемное барельефное лицо. Робот как будто заметил волнение Виктора. Сейчас трудное время, уважаемый проситель. Всем хочется рассчитывать на максимум возможного и смиряться с реалиями. Даже при контакте с божественным телефонным обслуживанием. Виктор снова почувствовал благоговейные мурашки. Ну, если вы так считаете. Я вам все объясню. Конечно, если вы не захотите соединения с живым Божьим слугой. Это и есть разговор с Богом Энлилем. Над столом комнаты он недавно повесил одно из его шумерских изображений. Но как современный человек знал, как необычны бывают стилизации древних деятелей искусств. Давненько вы не обращались к нему, не правда ли? А у вас сейчас много запросов. Хотя бы за последний месяц-два. Автомат заметил, что любопытство Виктора было чисто формальным. За последний год не больше десятка, и все по мелочи. Вы будете высказывать свою просьбу. Виктор старательно выговаривал слова. Я хочу повышать профессиональную квалификацию. Видите ли, я ученый и хочу больше приглашений туда, где я нужен. Ездить, говорить, налаживать связи. Виктор посмотрел на компьютер, оставленный для обряда бокал вина, распечатку заклинания Симша, снова на компьютер. Можно ли я найду ценимую музеем вещь? Исторически значимую. Знаменитую. Хотя бы одну. Робот на компьютере замер, как будто компьютер снова завис. По крайней мере, так подумал Виктор, но автомат сразу же ответил. Я совещаюсь с центральной базой. Такие вопросы в моей компетенции. Да, отмечено. Вам нужно только это. Виктор отметил в голосе благодушие и подумал, что не только ради этого он мечтал поговорить с живым шумерским богом. А можно посмотреть на Энлиля лично? Он устраивает там у себя на небе вечеринки или приемы. Сейчас, как и раньше? Нет. А как-то можно получить к нему приглашение? Нет, но вы обладатель этого заклинания. Такой может посетить небесное жилище богов. Конечно, офис для посетителей. Виктор представил себе, что там уже давно побывали американцы, и усмехнулся, поймав себя на беспокойстве из-за этого. Было не очень поздно, завтра на работе выходной. Я могу попроситься туда сейчас и сейчас попасть. Вы будете платить? Это обязательно. Нет, но некоторые хотят показать себя особыми почитателями и платят. А боги действительно видят истинную душу человека? Да. Тогда я хочу попасть бесплатно. Дотроньтесь до нижнего правого края планшета. Робот деликатно подождал, потому что Виктор вначале схватил за верхний правый край. Если вы хотите развития этого канала, хотите слушать фантастические истории на канале их автора, подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, истории о каких древних тайнах вы хотите услышать. Помогите, пожалуйста, в продвижении канала, расскажите о нем вашим друзьям.